Всем привет! Вы на канале Ремгар. Сегодня у нас отзыв об автомобиле Шкода Октавия после 2 лет эксплуатации. Значит, в кузове А7. Комплектация данной машины Hockey Edition, то есть это выпускалась тогда ограниченная серия автомобилей. Что там было такого интересненького, вы можете посмотреть в нашем первом отзыве. Итак, сегодня я хотел бы рассказать о тех достоинствах и недостатках, которые вы будете иметь при покупке данного автомобиля. И, собственно говоря, что здесь ломалось. Вот конкретно вот у этого автомобиля, что здесь ломалось и что может сломаться, соответственно, у вас. Итак, сердцем каждого автомобиля, разумеется, является двигатель. Здесь двигатель 1.6 MPI, 110 лошадиных сил. Значит, у данного автомобиля пробег 28 200, то есть 28 200 километров за 2 года. Итак, двигатель, еще раз я говорю, значит, 1.6 MPI. Шкодовские двигатели по многим отзывам страдают тем, что в них необходимо доливать масло. На самом деле все зависит от манеры эксплуатации данного автомобиля. Некоторые говорят, что не жрет масло вообще, некоторые говорят, что нужно подливать. Вот в этот двигатель было подлито масло приблизительно вот такое количество, то есть приблизительно грамм 200-300. То есть, в принципе, за маслом надо следить. Специально читал инструкции по эксплуатации, там написано: следите за всеми уровнями, при необходимости доливать. Некоторые говорят, что где-то там есть в каких-то регламентах, которые пишут, что допускается расход масла в данных автомобилях. Я, в принципе, не нашел, где это есть. Дальше. Очень неудобно располагается вот эта вот вещь. Вот попробуйте только забыть залить сюда жидкость незамерзающую. Замучитесь, просто замучитесь ее оттуда выковыривать и вышкрябывать, разогревать, или всю зиму так и будете ездить с замороженным там, с полным льда бачком. Достаточно удобно располагается вот это вот крепление. Не очень хорошо приходится вот отсюда, вот с этой стороны, баклажку, чтобы залить сюда незамерзающая жидкость. Ну, в принципе, больше других проблем здесь вот не было. То есть вот пару раз подлили масло. И, собственно говоря, все. Больше здесь проблем никаких таких вообще не было. Двигатель работает, двигатель тянет, машина едет. Значит, еще одним, на мой взгляд, таким, недостаток, это как бы, еще одна такая особенность данного автомобиля является то, что двигатель зимой плохо прогревается. Ну, например, если у вас мороз минус 20, то этот автомобиль практически невозможно прогреть на холостом ходу. Если у вас там 0 градусов, то да, в принципе, он прогреет, придешь сядешь в тепленькую машинку. Поэтому многие сюда даже не устанавливают автозапуск почему-то. Но на самом деле как бы греется, все равно греется. То есть вот TSI говорят, то, что он вообще не греется, он греется только до 30-40 градусов. Здесь стоит двигатель MPI, в принципе, ну, может быть чуть-чуть получше, но все равно в этом проблема есть. Но спасает что? Спасает то, что там подогрев сидений. Пришел, включил подогрев сидений, в принципе, ты сидишь на тепленьком сидении. Шкодовские автомобили все цинкуются. То есть, если у вас возникают какие-то
сколы и так далее, то они вам не страшны, ржаветь машина не будет. Ну вот, например, обратите внимание, вот достаточно мощный скол, и никаких ржавчин там не видно, все нормально. И теперь самая большая проблема у данного автомобиля. Если вспомните, когда мы делали обзор на этот автомобиль новый, я вам говорил о том, что у седанов, в отличие от лифтбеков, вот здесь вот всегда болезнь. Это вечная болезнь седанов, здесь намерзает лед. Здесь лифтбек. И лед, значит, когда открывается вот здесь, вот уже начинает тоже мешать. Так вот, здесь так и произошло. Обратите внимание на уплотнительную резинку. Она вышла из своего места, отклеилась, и теперь это и есть самая основная проблема. Значит, обратите внимание, она провисает, и все было бы ничего, но вот в этом месте резинка начинает протирать краску. Видите, здесь вот протертости возникает. Здесь стирается краска. Сначала сотрется краска, потом сотрется оцинковка. И, в принципе, может кончиться это дело очень плохо. При возникновении данной проблемы владелец, естественно, поехал в официальный сервис, где ему сказали, что это не гарантийный случай. Вот так вот. То есть, либо не проклеено было, нехорошо проклеено, либо еще что-то. Но официальный сервис просто-напросто отказался ремонтировать и устранять данную неисправность. В салоне данного автомобиля можно сделать небольшой такой вывод, что здесь, в принципе, ничего не скрипит. То есть пластик выполнен достаточно из хороших материалов, качественный, мягенький. Здесь ничего нигде не скрипит. Даже на кочках, то, может быть, и есть такие мелкие, такие какие-то еле слышные скрипучки. Но на самом деле это все ерунда, это все мелочи. То есть в целом салон автомобиля выполнен достаточно качественно. Никаких нареканий по внутреннему убранству данного салона нет. Итак, у нас сегодня с вами получился небольшой обзорчик, небольшой отзыв о данном автомобиле по истечении 2 лет. Ну что такое 2 года? Ну что такое? Автомобиль проехал всего лишь 28 тысяч. Это, по сути дела, только обкатка прошла у данного автомобиля. Здесь, естественно, ничего не ломалось. Естественно, здесь все работает как часы. Все еще по-новому выглядит. Еще даже заводом пахнет еще вот эта резина. Но, тем не менее, что-то мы сегодня вам рассказали. В целом автомобиль хороший, надежный. Когда сел, повернул ключ, он завелся, поехал, довез тебя туда, куда тебе нужно. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки.